Две половинки апельсина. От Крыскиной школы до дома 7 минут ходьбы. Можно медленно идти и выгадать еще 1,5 минуты. И по дороге ей нужно сказать: кроме него некого. Бабка совсем от горя свихнулась, а мама занимается похоронами. А папы больше нет. Вот такие каникулы. Приехал вечером, говорили с отцом почти до полуночи. Потом он, чтоб не утомлять, ушел спать, а утром проснулся от бабкиных надрывных криков. Папа давно болел, но эта болезнь уже стала привычной, и казалось, что он, пусть слабый и больной, будет с ним всегда. А он не проснулся. Хорошо, хоть крыска в школу убежала. Сейчас прыгает, как коза, не понимает, почему он забрал ее раньше. «Леся, подожди». Он засопел. Камень, в который превратилось сердце, рос. Уже трудно было дышать. «Что, Олесик?» Зеленые глаза, как у папы, доверчиво распахнутые. Он испугался, что сейчас расплачется. «Подожди. Шнурок. Завяжу». Пришлось завязывать шнурок. До дома оставалось еще 300 метров. Крыска напевала какую-то песенку. Он, наконец, выпрямился, взял сестру за руку. «Леся, папе очень плохо. Он, наверное, сегодня умрет». Камень все разрастался, и от боли, и от глупой уловки оттянуть эту страшную минуту узнавания, что отца больше нет. Леська прижалась к брату и заплакала. «Скажи, Олесик, это ж неправда. Папа живой». Олесь покачал головой и взял сестру за руку. Подхватил ее ранец, и они медленно направились к дому. А дома занавешенные зеркала, посторонние люди и какой-то новый запах. Запах беды. Он покрутился среди родственников и пошел к сестре в дальнюю комнату. Она сидела на диванчике и смотрела в одну точку. Невыносимо было что-то делать, но и сидеть так, как сестра, он не мог. Вспомнил про сумку с вещами и подарками. «Крыска, а давай мои вещи разбирать». Олесь вытащил из-под кресла сумку, расстегнул молнию и наткнулся на пакет с апельсинами. Он купил их на автовокзале для отца. Развернул пакет и протянул сестре апельсин. Она взяла и машинально стала его чистить. Папа все вкусности и деликатесы, которые ему передавали родственники, друзья и ученики, когда он заболел, всегда делил на всех. Крыска очистила апельсин и протянула ему половину. Он закрыл глаза, и показалось, что в комнату сейчас войдет папа и скажет какую-то смешную прибаутку, которых знал великое множество. Но нет. За дверью снуют какие-то люди. Завтра похороны, потом поминки. Олесь отделил дольку от своей половины, положил ее в рот и принялся равнодушно жевать.